Всех приветствую. Двигатель прошел обкатку, 12,7 часа накатал на нем. И выявились некоторые недостатки. Первый недостаток — это крышка. Двигатель вонял, если в нем хоть чуть-чуть бензина оставить. Я сразу не разобрался в проблеме, пытался закрутку посильнее закрутить, но это была ошибка, я ее просто сломал. Теперь пришлось ремболт такой вкрутить, это просто было единственное, что у меня под рукой, нержавеющее и то, что удобно рукой закручивать. Так-то он для другого, конечно, предназначался. А проблема вся была, вот если видно, заплавлена. Пришлось перенести отверстие, заплавить тут родное и немного сдвинуть. Вот оно отверстие, а вот заплавленное. Просто как будто изнутри делали и не туда вышло, немного набок, и резинка его полностью не закрывала. Изнутри подложил под пружину две шайбочки, потому что пружина была слабая на самом деле, а во-вторых, она вот в эту чашку металлическую вообще провалилась. Хотя тут тоже надо еще переделывать, шайбочки теперь за резьбу задевают иногда. Надо резьбу убирать. На других крышках смотрел, тут резьбы вообще нету. Наверное, так и должно быть. И не очень понял, зачем вот эта вообще металлическая чашка нужна. Изначально, не вдумываясь, я думал, что это типа а-ля клапан. Но посмотрел, тут все как бы по центру дырявое, как клапан она точно не работает. Зачем она точно нужна, не знаю. Мини-косяк номер 2 – это то, что они красили ногу как-то странно. То есть сначала весь двигатель был собран, а потом покрашен. Там и тавотница закрашена, и винты масляные тоже закрашены. И самое главное, вот здесь все закрасили. Повернуть я так и не смог. Сейчас, конечно, с этим разберусь. На воде просто нечем было. Там уж сильно насильственные действия применять к этому винту я не хотел. Что-нибудь сломается, еще что-нибудь случится. Поцарапаю здесь. Поэтому сейчас буду в гаражных условиях с этим разбираться. Раскрутил я этот винт. Вот что-то регулировке он все равно не поддается толком. Все тут заедает. А все почему? Видите, облой. Вот теперь надо все это еще напильником проточить. Вот как-то хотелось бы, чтобы из коробки этого не было, чтобы хотя бы угол наклона можно было сразу же голыми руками отрегулировать, а не с напильником перед этим сидеть. Теперь все работает идеально. Только гайку потерял родную, укатилась куда-то. Пришлось поставить обычную гайку, но приклеил ее на фиксатор резьбы, на красный. Надеюсь, не открутится. До этого это все было разминкой. Главная беда. Смотрите, как втулка болтается. Причем в любом положении. А вот она там вообще не по размеру стоит. И вот здесь уже за металл начало задевать. Пока только закраску, правда, но уже начинает. Надо исправлять срочно. Снял крышку, вот такая тут картина. Смазку не пожалели, все смазано. Винты на фиксаторе резьбы стоят, причем они этот фиксатор не жалели. Вон, весь болт залили целиком. Ладно, сейчас посмотрю, что мне делать с люфтом. Проточка здесь, конечно, очень грубая. Можно было, конечно, покультурнее сделать. А вот это какая-то черная краска. Не знаю, зачем она здесь, но это как бы углубление, где не доточили. Углубления эти, наверное, потому что качество литья вот примерно на таком уровне. И тут так повсюду, на всем моторе. И чуть-чуть тонковатые вот эти втулочку, эту полувтулочку, или как обозвать правильно. Вот ее бы потолще немножко, тогда мотор не будет болтаться. И плюс еще, смотрите, как проело уже башмаком. И видно, какой башмак. Не всей плоскостью, а двумя местами давит. Потому что он, какой. Тоже качество на высоте. Рассмотрел все детали повнимательнее. Черный это грунт все-таки, такой слой-то неплохой. И уже сверху краской покрашено. Это хорошо. На Ханкай я, если честно, так и не понял, есть там грунт или нет. То ли очень тонко, то ли его там вообще нету. То есть здесь покраска получше. Смыл, правда, здесь этот грунт, и это все-таки углубление. Это, конечно, неприятно.
И вот как решать эту проблему? Есть, конечно, хороший вариант проточить это, чтобы убрать, изготовить новую втулку. Причем не как вот родная, а что-то типа вот такого сделать. Чтобы подпирала и снизу, и сверху зажата была. Так понадежнее было бы. Но что-то я так все поприкинул. Очень дорого это получается. Поэтому пойду простым методом. Уже тут подобрал PET-03. Будет как просто прокладка стоять. Я думаю, уже неплохо будет. Решил, что поверхность слишком грубая. Немного полирну ее. Полировка окончена, углубления, конечно, никуда эти не ушли, но я думаю, пластик себя будет чувствовать теперь получше. Надо еще вот здесь, походу, убрать наплывы, потому что даже на пластике остались от них отпечатки. Так, наплывы убраны, на ответной части тоже пришлось спилить один наплывчик. Все собрал, навесил двигатель, чтобы было проще тут проверять, крутить. Так, зажим ослаблен, крутится теперь вот так. Конечно, такая чуть-чуть излишняя тугость есть, но это специально. Я думаю, после дня катания там все притрется, приляжется и станет как раз. Останется только такая легкая-легкая благородная тугость. Ну, как на новом моторе. Мне вот именно так нравится. Не люблю, когда мотор очень легко болтается. Даже иногда приходится специально его немножко поджимать. Ну, чтобы покомфортнее было. И видите... Втулка теперь хотя бы в корпусе не проворачивается. Мне кажется, вот это более правильно, чем было изначально. Так, и проставил я все-таки 0,3 мм. Пробовал 0,25. Конечно, вообще идеально двигатель проворачивается. Но вот опять же думаю, что после катания подразобьется все, притрется и станет слишком легко. Поэтому оставлю вот так именно. Пока собирал, обратил внимание, что вот здесь почему-то следов трения совсем нету. Хотя должно тереться вот об нижний упор. И вот тут щель. Причем такая приличная. То есть двигатель до конца в нижний упор не ложится. Даже вот если его силком попробовать сюда запихать, вообще никак. И это на самом деле очень плохо, потому что вся нагрузка как раз на поворотный узел ляжет. Его заламывать начнет. Потому что рычаг-то тут большой получается, особенно при резком ускорении его все-таки сюда задавит. Может быть, это и есть причина, почему так быстро втулки раздолбало. Упирается вот в этом месте все. Причем видно, здесь вот след есть, упирается, а здесь все гладенько. Здесь на самом деле даже не достает. То есть весь упор вот в этой точке. Готово. Теперь нижний упор начал свою функцию прямую выполнять. Я думаю, поворотному узлу теперь будет полегче. В принципе, я тут закончил совсем. Теперь надо под колпак заглянуть, посмотреть. Может, там тоже что-нибудь интересное найду. Под колпаком все в масле, конечно, но это из-за текущего карбюратора в горизонтальном положении. Но из интересного это вот это, что такое? Похоже на частички веревочки. Ну да. Вот, и что разбрасывало маховиком по всему двигателю? Вот на баке остатки. Ну и на колпаке тоже. Вот надо с этим поразбираться. Так, разглядел тут все. Получается, летела эта смазка со шметками веревки все-таки, это точно. Смазки тут не пожалели, напихали очень много, вот она и разлеталась. А вот где трет веревку, это надо еще найти. И тут я, кажется, на бабки попал. Видите, трещина. Причем это не во время съема, это уже у меня она в руках была. Потом щелчок, смотрю, трещина. Блин, как так? Хрупкая, как стеклянная. Пластик здесь очень хрупкий, реально. Я бы даже сказал, некачественный какой-то. И сломалась в тех местах, где вот проволока вот острым краем нажимала в пластик. Ровно по этим местам и трещина пошла. Смазку реально не жалели. Тут прям все в ней. А веревки вот так досталось. Ладно, не смертельно, тут нагрузки небольшие. Не страшно. А все это случилось, сейчас покажу, где это место. Вот он. Блин, в смазку попал. Вот. Облой. Вот он. Наверное, плохо очень видно. Но здесь прямо острая кромка.
У этого двигателя еще особенность такая интересная. Если на Ханкае, например, все на гравирах собрано, а тут наоборот ни одного гровера нету, все на фиксаторе резьбы. На этом видео, в принципе, можно заканчивать. Обло я сточу, а собрать все равно не смогу вот без этой деталюшки. Ее еще где-то искать надо, где-то заказывать, покупать. Двигатель, конечно, меня сильно удивил. Я почему-то ожидал более лучшего качества, но получилось вот так. Косячки, конечно, ну, в принципе-то небольшие, но как-то их много, и сразу это все через 12 часов катания. Даже, по-моему, с Ханкаем было проблем-то поменьше. Ну, на этом у меня все сегодня. Всем до скорого, всем пока.